Всем привет, это опять я. В этот раз чуть-чуть начало замерзать море. Оно у нас само обычно плохо замерзает. Всегда есть надежда на то, что подгонит лед откуда-нибудь. Но вот этот раз это более-менее местный лед. Вот внешне еще кажется, что вот этот лед, смерзшийся из ледяной каши, надежный. На самом деле, кое-где здесь бурить это буквально 2 оборота бура. Клюет вот такая вот корюшка малоротая. И это улов за весь день. Солнце уже клонится к закату. Поэтому не уверен, что мы прям сможем сейчас радикально улучшить улов. Вон там ребята вроде что-то таскают. Сейчас туда пойду. Так, вот, кто-то клюнул. О, дуплет. Хорошо. Дуплет — это правильно. Солнце уже на закат. Тени длинные. Но на дворе тепло. Где-то сейчас -5 примерно. Поэтому с голыми руками, без перчаток, очень комфортно. Минус только один, что чтобы море нормально замерзало, -5, конечно, недостаточно. Нужно, 15 минимум. А лучше 20-25. Тогда море просто на глазах мерзнет. Вот все. Коротенечко на рыбу напал. 4 штучки поймал, и все. Замолчала луночка. И мы вот так вот и бегаем. От лунки к лунке. Там пробурили, сям пробурили. О! Ого! Вот это корюхан. Вот это рыба. А теперь столько шуги из лунки вылезло, что трудно грузило утопить. Да, вот он. Свежий морской лед больше представляет из себя вот эту кашу ледяную, нежели лед. О, опять рыбка. О, да и опять какая хорошая. Помнится, я в этих местах 4 года назад тоже на крупную малородку хорошо попадал. Клев, правда, тогда был гораздо лучше. Сейчас вот тут от лунки к лунке бегаешь ради 5-6 рыбок. О. Опять несколько рыбок поймал. В лунке шуга плотнейшим слоем. Солнце уже закатывается. Клев почти перестал. Но, во всяком случае, трудно за ней бегать. Есть и не крупная рыба. Вот такая вот корюшка. А есть, знаете ли, и старые добрые слоняки. Хорошие. Вот с такой вот одно удовольствие иметь дело. Сейчас уже с этих лунок ухожу. Пойду вот к напарнику. Еще немножко на луночках посидим. И сворачиваться. Пришел на старую лунку к напарнику. А тут у него поклевывает. Может, сейчас у меня поклюет. Так. О, клюет. Клюет. Это хорошо. Что-то, о, даже опуститься не дала. Ну, не сказать, что лютый жор. Но и не сказать, что плохо прям. Надо глубину поднять чуть-чуть. А вот, уже поймала рыба на лету. Маленькая. Это я скорее ее забагрил. Вот она. Сразу парочкой. Отлично. Морская малороточка. Рыба, кстати, так и называется. Морская малоротая корюшка. Солнце закатывается. Виталий уже вот собирает рыбу. Сегодня был шикарный день на море.
Где-то ну, -5 было, -7 температура почти весь день. Солнце и штиль. Офигительно отдохнули. Ну, был бы клев получше, было бы, конечно, лучше. Вот у нас сейчас с Виталием Сергеевичем возник вопрос. А что поют гондольеры в Венеции? Напишите в комментариях, что поют гондольеры. Да-да-да, спойте в комментариях, что поют гондольеры в Венеции. У нас тут маленький казус. Прилив подогнал воды под берег и покрошил лед у самого берега. Вот там вдалеке лед еще нормальный, а у берега полная дрянь. Вот сейчас Виталий толкается буром, и мы плывем. Не, ну тут по колено, поэтому не сильно страшно. Да, глубина тут по колено. Мы, в принципе, поэтому так на таком веселом позитиве настроены. Ну, тут должно быть видно дно. Да вон оттуда. Так, ну все, мы запарковались. Давай. Так. Операция Ямакаси. Давай я. Давай ты, потом мне бур передашь. А зачем тебе бур? Ну, чтоб я держался за бур, они же расходятся. Давай, держи. Не-не-не, давай сначала сига. Держи бур. Тихо. Ты чё? Ай. Так, ладно. Виталий перебежал, но он одновременно с этим оттолкнул льдину от нужной нам льдины. Поэтому сейчас надо как следует... Ротка, спасибо, что не в 3D. Да, надо как следует причалить. Вот так вот. Так, еще сильнее причалить. Опа. А вот теперь вот, пока льдинки сошлись, аккуратненько перетащиться самому и перетащить весь скарб. Возьмись-ка вот так вот. Давай. Опа-на. Так, все, меня причалили. Так, теперь аккуратненько, чтобы... Подожди, там ведро с рыбой, надо его... Не, бур, в смысле. А я за него держусь, за бур. Так, ну все. У нас все успешно. Переправились, как гондольеры. Идем домой. На дворе новый день. Новый водоем. Более безопасный. Тут как бы и людей много. И дома вот вокруг. И новая рыба. Камбала. Это звездчатая камбала. Размер, ну, скажем так, если бы мне такой попался размер летом, я бы ее отпустил бы однозначно. Зимой это вот ладошечный размер, вполне себе ничего уже для жарки. Она в толщину так-то довольно приличная. Так что берем. Пойма у нас глубины где-то вот тут до берега всего ничего. А под лункой метров 14. Улов потихонечку смещается с нулевой отметки. Камбала клюет плохо и редко, но клюет, что не может не радовать. Камбалешка клюет редко, час по чайной ложке. Поэтому просто, не угадать момент поклевки, не заснять ее. Не такая уж и крупная. Вся, в принципе, вот калиброванная, как на подбор. Это так называемая звездчатая камбала. Вот на ней такие, видно, узор из таких пятнышек. Эти пятнышки, они костяные. Ну и эта камбала, она отличается от прочих тем, что она лежит левой стороной вверх, и рот у нее расположен слева. У всех остальных наших камбал рот справа, и лежат они правой стороной вверх. Ну как сопротивляется-то, а? Сначала на одну удочку поклевала, но сбежала. А потом вот на эту. Хорошенькая камбалешка. Не знаю, как вам, а мне нравится. Насаживаю я нарезанные кусочки корюшки. Корюшку я поймал, только вот вышел на лед. Я сразу пробурился на мели. Поймал маленькую корюшку. Точнее, 2 штучки поймал. И вот их мясом теперь пытаюсь соблазнить камбалу. Хорошая камбала.
И эта хорошая камбала не пролезает в лунку. Приходится ее продирать. Вот такая вот камбалешка. Тоже звездчатая, как и все предыдущие. Приличный размер. Кто-то довольно хороший. Упирается так неплохо. Бычок. Отличный, крупный бычок. Но у нас тут такое за рыбу не держит. Им мы тут обычно кормим орлов. Орлов, правда, сейчас только слышал, как кричали, но видеть не видел. Но этим бычком можно накормить, ну, даже не одного орла, а парочку. Хорош мерзавец. Рыба по-настоящему, конечно же, называется не бычок. Рыба называется кирчак-яок. Бычок — это так, местное название из-за того, что вот рога у него. О, поклевка. О. Ах ты. Поздно подсек. О! Пока там подсекал. О! Сошла. Ё-моё. Что за мистика такая? Поклевочка была такая слабенькая. Возможно, и рыбка была маленькая. О, опять. А нет. Нормально так. Упирается хорошо. Ну, бывало сегодня и покрупнее. Но упирается хорошо. Будем надеяться на благоприятный исход. О. Вот она. Вполне себе приличная камбалюшка. Покусилась на резаную корешку. Фу, хорошо. О, давай, жуй. Опа! Да что ж такое творится? Хорошая такая рыба. Так тяжело идет. Прям. И вот опять только опустила мормышку на блесну рядом. Что-то вообще пока поклевок нет. А мормышка только долетела. Тут же такая отличная поклевка. Как бы это опять не эпичного размера бычок. А нет, камбалыга. Ну-ка, сама пройдешь? Сама пройдешь сквозь лунку? Нет, не протискивается. Надо помогать рукой. Опа. Странно. Такая не особенно крупная, а в лунку не протискивалась. Фух, клев что-то активизировался так. Одно удовольствие прям. О, какая поклевка. Опа. Подсек. Есть. Что-то, ну, пока давит так не особенно. О, прям сейчас вот так резко изменила свое мнение. Поначалу почти не давила, а сейчас прям пошла сопротивляться. Тяжело тащу. Тяжело тащу. Ух ты, какая. Упирается. И опять мочить руку. Опять камбала, которая опять почему-то не залезла в лунку. Хотя вроде как по размеру нормально. Фух. А, еще и соседнюю удочку по дороге прихватила. Ну ладно. Бывает. Под вечер давит прилив. И, видимо, вот как раз в этот прилив и активизировалась немножко камбала. И вот первая навашка за сегодня. Хотя солнце уже садится. Как бы она не стала последней за сегодня. Но все равно приятно. О, какая пузатая. Всяко с икрой. Солнце уже пошло на закат. Через 20 минут примерно оно закатится. Эти 20 минут я еще посижу у лунок. А потом
пойду к машине. Припарковался я вон там дорога, рядом с дорогой парковка большая. Я там оставил машину, то есть мне до машины 5 минут, а потом до дома ехать около 40 минут, может чуть поменьше. Поэтому я сейчас вот спокойненько эти 20 минут проведу у лунок и неторопливо пойду домой. Поймал примерно столько, сколько ожидал. Я думал, поймаю около десятка. Поймал чуть-чуть больше десятка. Ну и порадовала навашка. Она тут иногда забегает. Было бы неплохо, если бы навашки тоже был бы с десяток. Но я и одной рад. Отлично. Так что рыбацкий день можно считать успешно законченным. Я уже дома. Разделываю камбалу. Я ей отрезал головы, вынул кишки. Осталось дело за малым, ножницами отрезать ей плавники. Камбала необычная. Помните, я вам показывал костяные шипики у нее на шкуре? Вот у меня на кончиках пальцев, особенно на указательном и среднем, видно, как вот кожу как будто наждачкой обработали. Это из-за того, что я вот, извиняюсь, голыми руками ее чистил. Она такая очень специфическая рыба. Ну, как бы, мне особенно в этом плане пальцы не жаль. А чистить дальше очень просто. Камбалёшку я почистил, снял с нее шкуру. Для снятия шкуры рекомендую использовать пассатижи, чтобы поберечь кожу на ваших руках, потому что, повторюсь, шкура как наждачка. Она вот стала вот такой вот красивенькой. И сейчас покажу блюдо на скорую руку. Блюдо готовится буквально вот за несколько минут у вас на глазах. Как видите, уже варится рис. Стоит, разогревается сковорода. Берется половинка луковицы и режется перьями. Вот эти вот луковые перышки на сковородку. Цель не поджарить лук, а немножко прогреть в масле, чтобы стал мягким. Масло такая гомеопатическая доза, совсем чуть-чуть должно быть. Вот здесь вот в тарелочке половина чайной ложки перцовой пасты кочудян. Вот сама паста. Внутри вот такая вот густая замазка. Заливаю кипятком. Это, с одной стороны, поможет ее эффективно растворить, а с другой стороны, мы сразу в блюдо выльем уже горячую воду, сэкономив себе времени на то, что пока это закипит в сковороде. Теперь камбала, с нее нужно снять филе. Можно порубить просто кусками с костями, но я вот почему-то в данное блюдо люблю филе. Тут повезло, еще у этой камбалы оказалась икра. Все, от камбалы остался просто вот такой вот скелет, такие шпангоуты с незначительным количеством мяса. Это, в принципе, уже неплохой результат. Самое время положить кусочками рыбу. Не страшно, если рыба тоже чуть-чуть вместе с луком поджарится. Теперь нужно размешать кочудян в миске. Все сразу приобретает такой красно-перцовый цвет. До конца можно особенно не перемешивать. В блюде само уже распадется на запчасти. И заливаем рыбу. Потом идет чеснок.
Режьте как попало. Особенно не крупнить, не мельчить не стоит. Так вот нарубили и туда. Сверху все это нужно полить соевым соусом. У меня вот такой китайский креветочный. Потом нужно дать блюду закипеть. И чтобы оно покипело минут 5, наверное. Может там 6-7. Больше особенно-то ему и не нужно. Рыба молниеносно готовится. Вот такая примерно должна быть интенсивность кипения. Помешивать нужно вот так вот слегка передвигая, очень осторожно эти кусочки. Потому что если вы начнете мешать все интенсивно, вы разобьете нежную рыбу в кашу. Все это варится уже 4 минуты. То есть осталось еще 2 минуты и блюдо будет готово. Ему я обычно даю настояться минут 5-6. Но это даже не то, чтобы дать настояться, а дать ему остыть до температуры, при которой его можно есть. Вот так выглядит готовое блюдо. Рыба, рис. И вот сверху немножко зеленого лука. Так, больше для красоты. Ну-ка. Вот этот кусок — это икорка. И немножко рисом сверху. Просто идеально. Получилось остро, но на сахалинский вкус вообще не остро. И тем более рис так или иначе что-то излишнее, какие-то острые нотки всегда компенсирует. Ладно, всем пока-пока, до свидания.